крупнейшей гробнице Китая возрастом 2500 лет археологи нашли то, что заставило их застыть от ужаса. Звучит невероятно, но найденное там переписывает историю целой эпохи. И то, что скрывалось внутри 2500 лет, шокировало даже опытных ученых. Речь идет о гробнице, которую нашли в провинции Хубэй, в местечке Цзаоян, недалеко от древнего города Суйчжоу. Летом 2012-го местные крестьяне заметили странную просадку земли на поле, где веками спокойно росла пшеница. Вызвали специалистов, и те, едва копнув, поняли, что стоят над чем-то огромным. Под слоем глины скрывался курган, размеры которого поражали. Погребальная шахта уходила вглубь на несколько метров и по площади превосходила почти все, что находили в этом регионе прежде. Археологи из Хубэйского института уже по первым замерам поняли, перед ними не просто богатое захоронение, а усыпальница человека огромной власти. То, кого хоронили так, обладал целым царством. Но главная странность ждала их, когда они добрались до входа. Врата гробницы были запечатаны не один раз, а несколько, слой за слоем. Сначала шел толстый пласт особой белой глины, которую в древности использовали, чтобы не пропускать влагу и воздух. Под ней слой древесного угля, тонны угля, засыпанного вокруг погребальной камеры. А еще ниже массивные деревянные балки, уложенные так плотно, что между ними не прошло бы и лезвие ножа. Такая многослойная печать делалась с одной целью, чтобы внутрь никто и никогда не проник. И чтобы то, что лежит внутри, не вышло наружу. Ученые переглянулись. Подобная одержимость герметичностью встречалась крайне редко, даже в захоронениях знати эпохи Восточного Джоу. Кто, то 2500 лет назад приложил колоссальные усилия, чтобы навсегда отрезать эту камеру от внешнего мира. И чем дольше археологи изучали устройство печати, тем сильнее нарастало нехорошее чувство. Люди, строившие эту гробницу, будто чего-то боялись. Когда бригада наконец сняла верхние балки и заглянула внутрь через узкую щель, лучи фонарей выхватили из темноты то, чего никто из них не ожидал увидеть. В свете фонарей блеснула вода. Погребальная камера оказалась затоплена. Темная жижа стояла почти под самый потолок, и в ней плавали обломки дерева. У археологов жало сердце. Обычно вода означает, что содержимое гробницы давно превратилось в кашу из гнили и ила. Тысячи бесценных предметов могли просто раствориться за прошедшие века. Но именно здесь начались первые сюрпризы. Вода в этой камере оказалась спасением, а не проклятием. Тот самый слой белой глины и угля, который так насторожил ученых, сработал безупречно. Он перекрыл доступ кислорода. А без кислорода дерево, ткань, кости и даже лак не гниют. Вода лишь законсервировала все, что было внутри, будто гигантский холодильник, работавший 2500 лет без единого сбоя. Когда воду начали осторожно откачивать, из мутной глубины стали проступать очертания. Сначала показались верхушки огромных бронзовых сосудов, покрытых зеленоватой патиной. Потом деревянные лаковые ящики, красные с черным орнаментом, будто их покрасили вчера. Рабочие замерли. Сохранность была невероятной, почти музейной. Размах помещения тоже поражал. Камера делилась на несколько отсеков массивными деревянными перегородками, и каждый отсек был чем-то заполнен доверху. Это не выглядело как могила одного человека. Это напоминало подземный дворец, где у покойного было все. Залы для перов, хранилища, оружейное. Кто-то собирался жить в загробном мире с тем же размахом, что и на земле. На стенках сосудов проступали иероглифы, древние надписи, вырезанные в бронзе. Именно они должны были ответить на главный вопрос: кто лежит в этой гробнице и почему его хоронили с такой одержимой тщательностью. Эпиграфисты склонились над первыми расчищенными знаками, пытаясь прочесть имя. И когда они разобрали надпись, по раскопу пробежал взволнованный шепот. Имя, повторявшееся на бронзе снова и снова, принадлежало правителю, о существовании которого историки прежде знали лишь по смутным упоминаниям в летописях. Человек, легенда, чью гробницу считали безвозвратно утерянной, лежал прямо перед ними. Иероглифы называли имя правителя из царства Цзэн, небольшого владения, о котором в классических китайских хрониках почти не сохранилось строк. Историки долго спорили, существовало ли оно вообще или это ошибка переписчиков. И вот теперь его властитель лежал перед ними, воплоти своей эпохи, окруженный сокровищами, которые доказывали, царство было реальным, богатым и куда более значительным, чем считалось. Спустившись в осушенную камеру, археологи впервые ступили на дно подземного дворца. Под ногами хлюпал ил, воздух был спертым и холодным. Каждый шаг приходилось делать по деревянным настилам, чтобы не раздавить то, что пролежало здесь тысячелетия.
И почти сразу стало ясно, что перед ними незаурядное княжеское захоронение. В главном отсеке стояли ряды бронзовых треножников и котлов, ритуальных сосудов, которые в Древнем Китае были знаком высшей власти. По строгим правилам эпохи Джоу количество таких сосудов определялось рангом покойного. Чем выше положение, тем больше треножников полагалось поставить в могилу. Здесь их оказалось столько, сколько по всем канонам мог позволить себе разве что правитель могущественного государства, а не князек захолустного удела. Это было первое противоречие. Скромное царство Цзэн хоронило своего господина как настоящего царя, нарушая иерархию, установленную самим джоуским домом. Либо этот человек был куда влиятельнее, чем гласит его официальный титул, либо в последние годы его жизни старые правила уже никого не сдерживали. Дальше, в глубине камеры, свет фонарей упал на массивный саркофаг. Он был огромен, двойной гроб, внешне покрыт слоем лака и расписан узорами из драконов, змей и странных существ с человеческими лицами. Рисунки не были простым украшением. Это были стражи, обереги, призванные охранять душу покойного и не выпускать в мир то, чему следовало оставаться внутри. А рядом с главным саркофагом, чуть в стороне, археологи насчитали еще несколько гробов, меньших по размеру. Их присутствие здесь заставило ученых умолкнуть. Правитель лежал в своей усыпальнице не один. И кто именно делил с ним вечность, предстояло еще выяснить. В соседнем отсеке фонарь выхватил конструкцию, при виде которой один из археологов невольно охнул. У стены стоял ряд бронзовых колоколов, подвешенных на массивной деревянной раме в 2, местами в 3 яруса. Их было несколько десятков, от крохотных размером с ладонь до гигантских в человеческий рост и весом в сотни килограммов. Целый оркестр, пролежавший под водой 2500 лет. Но поразило ученых не количество. Когда рама была очищена, оказалось, что колокола сохранились настолько идеально, что на них можно играть. Специалисты осторожно тронули один из них деревянным молоточком, и по камере поплыл чистый глубокий звук, впервые прозвучавший здесь со времен смерти правителя. А потом обнаружилось нечто невозможное с точки зрения истории музыки. Каждый колокол издавал не один, а 2 разных тона, в зависимости от того, куда ударить, в центр или сбоку. Это означало, что мастера царства Цзэн владели акустикой на уровне, до которого европейская наука додумается лишь спустя 2000 лет. На поверхности колоколов вырезали больше 3000 иероглифов. Подробный трактат о музыкальных тонах, названиях нот и строя. Фактически это был древнейший учебник музыкальной теории, отлитый в бронзе. Ни один текст той эпохи не сохранил таких знаний, и это перечеркивало привычную картину. Считалось, что мелкие царства вроде Цзэн были культурной провинцией, глухим захолустьем на краю джоуского мира. Но человек, для которого создали этот оркестр, повелевал ремесленниками невероятного мастерства. Отливка колоколов с двойным тоном требовала точнейших расчетов состава сплава, толщины стенок и формы, технологии, которую невозможно было воспроизвести наугад. Рядом с колоколами лежали каменные била, флейты из бамбука, струнные инструменты, дудки из тыквы, целый придворный ансамбль. Правитель забирал с собой в загробный мир не просто вещи, а живое звучание своего двора, чтобы и там не смолкала музыка. Ученые еще не догадывались, что самое тревожное открытие ждет их не среди бронзы и лака, а внутри тех самых малых гробов, стоявших подле господина. То, что скрывалось в них, заставит замолчать весь раскоп. Крышки малых гробов подняли осторожно, слой за слоем снимая размокшее дерево. И когда открылся первый из них, над раскопом повисла тяжелая тишина. Внутри лежали останки молодой женщины. Судя по костям, ей было не больше 20 лет. За ней вскрыли второй гроб, третий, четвертый, и в каждом покоились девушки того же возраста, от совсем юных подростков до едва вошедших в зрелость. Их было 21. 21 молодая женщина, уложенная вокруг правителя. Антропологи, осмотрев скелеты, не нашли ни следов болезней, ни ран, ни возрастных изменений. Эти люди были здоровы и умерли не своей смертью. Их убили, чтобы отправить вместе с господином в загробный мир. Обычай назывался сюньцзан – погребение живых со знатным покойником. В глубокой древности китайские правители забирали с собой в могилу слуг, наложниц, музыкантов, полагая, что и после смерти им понадобится свита. К эпохе, когда жил владыка Цзэн, этот обычай уже считался жестоким пережитком и постепенно уходил в прошлое.
Но здесь, в этой гробнице, его соблюли с чудовищной полнотой. Расположение гробов рассказывало еще одну деталь. Тела девушек лежали не хаотично. Их разместили в отсеке, примыкавшем к музыкальным инструментам. Исследователи предположили, что это были придворные музыкантши и танцовщицы, ансамбль, который развлекал правителя при жизни. Их убили и положили рядом с колоколами, чтобы они продолжали играть для него в вечность. Возраст погибших складывался в жуткую картину. Самой младшей было около 13. Девочек отбирали при дворе, обучали музыке и танцу, а когда господин умер, оборвали их жизнь ради его посмертного удовольствия. Ни одна из них не выбирала свою участь. И вот тут ученые вспомнили о многослойной печати, о тоннах угля и глины, о балках, пригнанных без единой щели. Тех, кто строил эту гробницу, заботила не только сохранность сокровищ. Возможно, они запечатывали нечто, что боялись выпустить наружу. А главный саркофаг, вокруг которого выстроили этот кровавый двор, все еще оставался закрытым. И то, в каком состоянии окажется тело самого правителя, предстояло увидеть в последнюю очередь. Внешний саркофаг оказался настоящей крепостью. Его собрали из огромных лаковых панелей, скрепленных бронзовыми креплениями весом в несколько тонн. Чтобы сдвинуть крышку, понадобилась целая бригада с подъемным оборудованием. И пока рабочие возились с креплениями, реставраторы разглядели на боковых стенках гроба то, что поначалу приняли за орнамент. Это были не просто узоры. По всей поверхности внешнего гроба тянулись изображения вооруженных стражей с копьями и щитами, чудовищ со скаленными пастями и странных окон, прорисованных прямо в лаке. Специалисты по джоуской символике объяснили, окна оставляли, чтобы душа покойного могла выходить и возвращаться. А стражи и звери охраняли не гробницу от грабителей, они стерегли самого хозяина, не позволяя его беспокойному духу вырваться и причинить вред живым. В Древнем Китае верили, что душа человека, умершего с обидой или незавершенными делами, становится мстительным призраком. А правитель, ради которого убили 2 десятка юных девушек, оборвав столько жизней, вполне мог, по представлениям той эпохи, превратиться в опасную сущность. Отсюда и одержимость печатями, и слои угля, и заклинания стражи на стенках гроба. Строители будто одновременно чтили господина и защищались от него. Надписи на бронзовых сосудах добавили еще один слой. Среди ритуальных формул эпиграфисты нашли фразы «предостережение», «предупреждение тем, кто осмелится нарушить покой захоронения». Подобные проклятия встречались в китайских гробницах и раньше, но здесь их вырезали особенно много, будто составители хотели наверняка отпугнуть любого, кто дойдет до этой камеры. Скептики среди ученых лишь качали головами, никакой мистики, только религиозные представления своего времени. Но даже они признавали, масштаб предосторожностей выходил за рамки обычного. Тот, кого здесь похоронили, при жизни внушал такой трепет, что и после смерти его продолжали бояться. Или же он унес с собой тайну, которую любой ценой хотели удержать под землей. Когда бронзовые крепления наконец поддались и крышку главного гроба медленно приподняли, из-под нее пахнуло застоявшимся холодом. Все, кто стоял вокруг, подались вперед, чтобы разглядеть то, что пролежало запечатанным 25 веков. Внутри лежал не истлевший прах, как обычно бывает с телами такой древности, а хорошо сохранившийся скелет правителя, окруженный предметами, которые заставили археологов онеметь. И дело было не в костях, дело было в том, что лежало вокруг них. Тело господина буквально утопало в нефрите и золоте. Но одна деталь выделялась из всего остального – меч, лежавший у его руки. Когда его достали из ила и очистили, лезвие блеснуло так, будто его наточили накануне. Ни ржавчины, ни пятна коррозии, идеально острый клинок, пролежавший под водой 25 веков. Провели анализ и обнаружили, что поверхность меча покрыта тончайшим слоем соединений хрома. Той самой антикоррозийной обработки, патент на которую в западном мире выдадут лишь в 20 веке. Как древние мастера 2500 лет назад добились того, что современная наука освоила совсем недавно? Никто объяснить не смог. Рядом лежали и другие предметы, опережавшие свое время, тончайшие изделия из золоченой бронзы, отлитые методом, который считался невозможным для той эпохи, и украшения из нефрита, вырезанные с такой ювелирной точностью, будто над ними работали станком. Но самым большим потрясением стала находка у самой груди правителя. Там покоился небольшой предмет из горного хрусталя и бронзы, деталь неизвестного назначения, отшлифованная до зеркального блеска. Оптики, осмотревшие ее, предположили, что перед ними могла быть примитивная линза. Кусок обработанного хрусталя, способный увеличивать изображение в гробнице возрастом 2500 лет. И вот здесь картина сложилась воедино. Тщательность печати, тонны угля, заклинания стражей на гробе — все это оберегало не только тело.
Правитель царства Цзэн унес с собой в могилу технологии, которых по всем учебникам в его эпоху существовать не могло. Оркестр с идеальной акустикой, меч, нетронутый временем, металл невероятной чистоты. Захолустное княжество, о котором историки едва вспоминали, оказалось хранилищем знаний, обогнавших свой век на тысячелетия. Ученые стояли над раскрытым гробом и понимали все, что они читали о технологическом уровне древнего Китая, придется переписывать заново. Находки из гробницы отправили в лаборатории по всей стране, и работа с ними растянулась на годы. Каждый предмет требовал бережной консервации. Дерево, пролежавшее в воде тысячелетия, начинает трескаться и рассыпаться, стоит ему высохнуть. Реставраторы погружали лаковые панели в специальные растворы, чтобы вытеснить влагу молекула за молекулой, не разрушив структуру. Один только набор бронзовых колоколов восстанавливали несколько лет. Имя правителя удалось установить окончательно. Это был владыка царства Цзэн, живший в эпоху воюющих царств, примерно в V веке до нашей эры. Само существование его государства, о котором прежде спорили, теперь подтвердилось множеством надписей. Больше того, раскопки показали, что Цзэн и упоминавшиеся в древних хрониках царства Суй были, судя по всему, одним и тем же владением, просто под разными именами. Один этот вывод закрыл спор, тянувшийся среди историков десятилетиями. Колокола в итоге зазвучали снова. Специалисты изготовили точные копии, чтобы не повредить оригиналы, и впервые за 2500 лет древний оркестр исполнил мелодию перед публикой. Оказалось, строй этих инструментов настолько точен, что на них можно играть современную музыку, не фальшивя. Диапазон охватывал 5 октав. А тот меч с хромовым покрытием и хрустальная деталь у груди правителя до сих пор вызывают споры. Часть исследователей считает, что слой хрома образовался случайно, из-за особого состава почвы и воды. Другие настаивают, что это была осознанная технология, секрет которой умер вместе с мастерами Цзэн и не дошел ни до одной последующей эпохи. Однозначного ответа нет по сей день. 21 девушка, убитая ради посмертной свиты господина, обрела имена лишь условно. Антропологи присвоили останкам номера и восстановили возраст каждой. Самой юной было 13. Их скелеты хранятся отдельно, и на табличках рядом указано только одно: придворные музыкантши погибли не своей смертью. Сегодня сокровища этой гробницы выставлены в музее провинции Хубэй, и посетители могут своими глазами увидеть тот самый набор колоколов. Но подземную камеру, где все это пролежало 25 веков, после раскопок засыпали обратно. На поверхности снова растет пшеница, и ничто не выдает, что под ней когда-то скрывался запечатанный дворец мертвого царя.